Глава 11. Интриги, заговоры, большая политика. Путешествие было долгим. Кареты, обозы – все это тащилось по дороге со скоростью черепахи. Чем ближе мы подъезжали к столице герцогства Клантена-Хенненпорх, тем больше поселков и сел стало попадать по пути. Да и дороги стали более оживленными. Город оказался очень большим. При въезде в город попали в пробку из различного вида транспорта. Трактирщик дал мне рекомендательное письмо одному своему знакомому, который держал в городе гостиницу. Узнав у стражников у ворот, как доехать к этой гостинице, вместе с магичкой, отделившись от делегации, поехали к ней, попросив прислать гонца, когда станет известно время аудиенции у герцога. По дороге, спросив еще несколько раз дорогу у прохожих, в конце концов нашли гостиницу. Отдав рекомендательное письмо хозяину гостиницы, нам дали самые лучшие номера. Мы заселились в ожидании приема. Когда разговаривал с хозяином гостиницы о последних новостях и событиях, к нам присоединилась Дорет. «Какую хорошую комнату мне дали. Окно выходит с видом на дворец», – похвастался я. «А у тебя как? Нравится комната?» «Да», – буркнула магичка. «Да и все? Что не нравится?» «Нравится», – опять буркнула. «Что-то не слышу радости в голосе. Но все же это лучше, чем в тесноте в палатке ютиться», – решил ее подколоть. «Не знаю, как тебе, а я теперь спокойно буду спать, а то чей-то храп мне сильно мешал», – подразнивал ее. «Да, теперь можешь спокойно девок к себе ночью водить. Небось опять интересуешься, где тут можно и с кем весело время провести?» Огрызнулась она и пошла от нас по направлению к одному из столиков. Подойдя к столу и плюхнувшись на стул, повернула голову в сторону окна и начала внимательно изучать улицу. Я старался не смотреть на хозяина гостиницы, у которого от изумления раскрылся рот. Было крайне неудобно. Вот же блин, она все слышала. Пока ждали приема у герцога, гуляли по городу. Архитектура города была красивая. Редко можно было увидеть схожие дома. На возвышенности в городе стоял дворец, но близко к нему не подпускала стража. Дорет выходила со мной в каждую прогулку, и возвращались тоже вместе. Сначала была мысль измотать ее, весь день пешком гуляя по городу, пока она вконец не оперлась об уличный фонарь. Я предложил ей возвращаться в гостиницу, если она устала. Она, не сказав ни слова, начала всхлипывать. В итоге я взял ее на руки и отнес в гостиницу. Решил больше не мучить ее, пообещав не сбегать, на что она лишь презрительно хмыкнула. В один из дней, когда убивал время разговорами с хозяином гостиницы, к нему подошли мужчина и женщина и спросили про Дорет. Хозяин гостиницы послал слугу за ней с вестью, что к ней пришли. Парочка села за столик. Появилась Дорет и направилась к ним. Сев за их стол, начала вести с ними беседу. Разговор начал принимать высокие тональности. Магичка даже вскочила из-за стола, но парочка кое-как ее усадила. Мне было интересно, кто они и о чем они разговаривают с магичкой, но меня не приглашали к ним. Как вдруг она замахала мне рукой, чтобы я подошел. «Это мой господин», – представила меня магичка. «Алекс, ой, извините, Аид, господин Аид, а это руководители филиала моего ордена в этом городе». Она назвала их имена. Парочка посмотрела на меня как-то неодобрительно. Видно было, что я им не по нраву, и они вообще не понимали, что я здесь делаю. Хотелось не задерживаться в этой компании и улизнуть от них. «Господин Аид, значит?» – проговорил мужчина. «Ни разу не слышал такого имени. Вы не из этих краев?» «Нет, я не отсюда. Аид – это скорее прозвище». «И что, если не секрет, означает ваше прозвище?» Это задала уже вопрос женщина. «Это одно из имен бога мертвых в одной из религий или мифологий. Хлебом не корми, дай мне только мертвеца поднять», – сострил я. «Поднятие мертвых, значит?» – задумчиво проговорил мужчина, смотря на меня. «Интересный у тебя спутник», – обратился он к Дорет. «У вас же совершенно различные направления пути магии. Что вас может связывать?» «Она помогает мне в одном деле, только и всего», – сказал я. «Он мой господин. Куда он, туда и я», – твердо сказала магичка. «Нравится это ордену или нет?» Не говоря больше ни слова, она вышла из-за стола и ушла к себе. Парочка, раскланившись, тоже ушла. После этого разговора Дорет замкнулась в себе. Если раньше ее было не угомонить, то теперь она вела себя очень тихо.
Вскоре после визита гостей из Ордена Дорет пришел вестник от делегации города. Аудиенция у герцога должна была состояться завтра, и нам следовало к назначенному времени явиться на место, где остановилась делегация, чтобы вместе выехать навстречу. Так и сделали. На следующий день, встретившись с посланниками города, мы подъехали к воротам дворца. Показали пригласительные, нас пропустили. Затем отвели в большой зал с троном. На нем сидел моложавый мужчина с острыми чертами лица. Это был герцог. Представившись и засвидетельствовав герцогу свое почтение, делегация озвучила тему своего приезда. Мы с Дорет стояли и слушали. Герцог и городская делегация говорили и обсуждали дела еще какое-то время. Затем герцог, сказав представителям города, что остальные дела они будут вести с его помощником, пригласил всех на обед. Сели за роскошно обставленный стол. Меня и Дорет усадили прямо рядом с герцогом. Все были крайне удивлены, и я в том числе. «Господин Аид, наслышан о вас. Захотелось пообщаться», – проговорил герцог. «Вы спасли город. Награды вы еще не получили. Так чего же вы хотите?» «За спасение города ровным счетом ничего», – ответил я. «Господин Аид, я не верю в альтруизм, уж простите», – сказал герцог. «Знаете, вы крайне занимательная личность. Мне такое наговорили про вас, что даже не знаю, чему верить, чему нет. Навел справки. Про вас никто не знает, кто вы и откуда. Появились нежданно и негаданно, и наделали столько шума. Вы просто ходячая загадка, и все вокруг вас – это тайны и слухи. Взять хотя бы ее», – герцог ткнул в сторону Дорет. «Знаете, что недавно приходили от ее ордена с требованием освободить ее? Они потеряли ее из виду, и сравнительно недавно только опять ее нашли. Этот орден крайне могущественный у нас в королевстве. Послал последить за вами. Правда ли вы удерживаете ее силой? Оказалось, что она с вами в близких отношениях, и явно ее силой не удерживают. Ее ордену зачем-то нужно, чтобы она находилась в сфере их влияния. Вроде бы обычный маг. Или необычный. Может, одаренный? Тогда более-менее понятно, почему они не хотят терять ее. Но это их дела, им виднее. Помогать я им не собираюсь. Они мне, да никто мне не помог. Поэтому пускай сами разбираются со своими делами. Просто на будущее остерегайтесь ее ордена. Они в моем городе вряд ли что-то задумают. Но поверьте, просто так они вам ее не отдадут. В общем, вы меня заинтересовали. Я считаю вас интересной личностью, господин Аид. Вы же человек? А то некоторые говорят, что вы демон». Герцог усмехнулся. «Так что вы делаете? Зачем вы здесь? В совпадение и голый альтруизм, как я уже говорил, не верю». «Вы крайне проницательны, ваше сиятельство», – ответил я герцогу. «Я здесь для того, чтобы предложить свои услуги в решении ваших проблем и даже больше. Если вам это интересно, то можно будет поговорить в менее оживленной обстановке». «Да, о делах поговорим не здесь», – проговорил герцог, глядя на меня. «Останетесь у меня. Распоряжусь, чтобы вам подготовили комнату. А пока попробуйте то блюдо. У моего повара оно получается крайне бесподобным». Окончив обед, герцог всех отпустил. Меня отвели в подготовленную для меня комнату. Дорет отправилась в гостиницу одна. Она была крайне недовольна, но ничего поделать не могла. Вскоре за мной пришел слуга, который отвел меня в кабинет. За столом сидел герцог. Жестом герцог предложил мне сесть на стул. Начался наш разговор. «Господин Аид, вы предлагаете свои услуги в решении моих проблем. У меня много проблем, и некоторые серьезные, даже не знаю, как их можно решить. Поверьте, ваше сиятельство, нет нерешаемых проблем. Что вас беспокоит? Эта проблема ни для кого не секрет. Это заноза в заднице. Мой брат со своей матерью», – сказал герцог. «Я могу помочь избавиться вам от нее, вернуть все герцогство под ваш контроль. И что вы за это хотите, если с вашей помощью мне удастся это сделать? Хочу, чтобы вы стали королем в этом королевстве, и в этом тоже готов вам помочь», – ответил я. Правая бровь герцога непроизвольно дернулась вверх. Он встал, сделал пару шагов к окну, минуты две стоял, смотрел в него. Потом вернулся в кресло. «Вы действительно интересный человек. Или все же демон, господин Аид? А может, провокатор? Это государственная измена.
Дворянам за такое, в зависимости от их ранга, светит близкое знакомство с плахой и топором палача, а простолюдинам виселица. В нашем случае со слухами про демона могут и сожжение на костре организовать. Будете гореть ярким факелом на площади под улюлюканье толпы. Вы понимаете, что сейчас мне предлагаете? Тем более я вас не знаю и вижу в первый раз. Чисто гипотетически, что вы хотите за такую помощь? Титул, земли, деньги или что-то другое? Корону мудрости и все божественные артефакты, которые есть в королевстве. «Понятно», – задумчиво проговорил герцог. «По правде говоря, и ожидал, что вы потребуете неординарные награды. Не знаю, зачем вам эти вещи и не буду спрашивать. Но если они вам нужны, то вы все равно их получите. С моей или без моей помощи. В этом я уверен. Опять же, повторюсь, переворот это. Государственная измена. Хорошо, давайте решим насущные дела. Возвращение под контроль вашего герцогства. За помощь попрошу артефакты с ваших земель. А потом мы вернемся, если вам станет нужно, к другому моему предложению». «Мне надо все обдумать», – ответил герцог. «Вы можете идти». Вернулся в комнату, которую мне выделили во дворце. Прилег на кровать. Да, герцог – подвижный, еще молодой, амбициозный человек. Думаю, он согласится. И надо быть поосторожнее. Перспектива развлекать зевак на площади, быть для них ярким светочем в темноте, меня как-то не устраивало. В дверь постучали. «Войдите», – пригласил я. В комнату вошла молодая симпатичная девушка в легкой одежде с кувшином в руках. «Я пришла составить вам компанию», – мило улыбаясь, сказала она. «Вы не против?» «Нет, не против», – сказал я, ища глазами стаканы. На следующий день опять сидел в комнате у герцога. Он сидел напротив меня. «Как отдохнули, господин Аид?» «Просто великолепно. Благодарю вас, ваше сиятельство, за ваше чуткое гостеприимство», – ответил я. «Знал, что вам понравится», – подмигнул мне герцог. «Ну что же, насчет вчерашнего разговора, что вы предлагаете?» «Я про усмирение мятежников. Какой план действий?» – уточнил герцог. «Собираем войска, разбиваем мятежников, захватываем их города и замки. Отдаем часть военных трофеев и некоторые спорные территории нашим союзникам». «Нашим союзникам? Спорные территории?» Правая бровь герцога опять непроизвольно взлетела вверх. «У меня нет союзников. Что за спорные территории?» «Они появятся, ваше сиятельство, если пообещать им на разграбление некоторую часть мятежной провинции и отхода в их владение часть территорий вашего герцогства. Но они считают их своими, поэтому спорные территории. И в будущем на эти земли не посягать». «Кто они?» – подозрительно спросил герцог. «Гоблины, ваше сиятельство. Вы что-то имеете против них?» С самого начала нашего знакомства герцог всегда выглядел, да и был в состоянии хозяина, уверенного в себе человека, несмотря на его предательскую правую бровь. Теперь вся его спесь и уверенность куда-то пропала. Видно было, что он явно редко попадал в такое положение. «Гоблины? Но как вы смогли с ними договориться? И эти твари будут на нашей стороне? В уме не укладывается». Они вовремя поняли, что со мной лучше дружить, чем быть моими врагами. «В этом они не дураки», – пафосно произнес я. «От вас отвернулись все. Все были бы рады вашему провалу. И вы еще остаетесь щепетильным в вопросах, кто будет вашим союзником». «Да, господин Аид, признаю, что не всем слухам про вас верил. А теперь боюсь, как бы эти слухи не были лишь верхушкой айсберга. Такое чувство, что заключаю договор с демоном». Герцог нервно хихикнул. «Зато теперь вы понимаете, что успех нашего замысла вполне осуществим», – ответил я герцогу. «Хорошо», – согласился герцог. «Выполняйте условия нашего соглашения. А потом настанет время, и я выполню свою часть сделки. Гоблины до сих пор в голове не укладывается. Не говорите пока про них никому, пусть будет сюрпризом». «Да уж, действительно сюрприз. Как бы из-за этого сюрприза мои подданные к моему брату не перебежали. Поэтому я и говорю никому не говорить. Поставим всех перед фактом, когда уже будет поздно что-либо предпринять. Начинайте собирать все ваши силы, а я к нашим союзникам наведаюсь. Увидимся», – попрощался я с герцогом. «Пора поставить точку в ваших спорах с братом». Вернувшись в гостиницу, сказал Дорот собираться.
«И теперь куда?» – поинтересовалась магичка, когда мы выехали из города. Отъехав в укромное местечко, стали ждать ночь. «В замок?» «Именно туда», – ответил я, усадив ее на коня и воспользовавшись навыком возвращения в замок. Поднявшись в кабинет с сенсорным шаром, нашел на нем связную деревушку гоблинов. Осмотрел местность вокруг и нашел вполне подходящее место для замка. Ткнув пальцем в то место, мысленно захотел, чтобы замок был там. Замок немного задрожал и начал свое путешествие. Ах да, я же не предупредил Дорет. Надеюсь, она не сильно испугалась. С этими мыслями я выскочил во двор, где магичка не спеша снимала поклажу с коня. «Что происходит?» – вопила она. Увидев меня, она попыталась подбежать ко мне, но ноги у нее подкосились, и она рухнула на колени. Вполне понимал ее состояние, так как сам когда-то его испытал. Надо было успокоить девчонку. Подошел к ней, поднял. Магичка вцепилась в меня, и ее трясло. Надо было сказать что-то ободряющее, успокоить ее. «Будешь так орать, я тебя с замка скину», – прошептал я ей в ухо. Большими круглыми глазами она уставилась на меня. Видя мое спокойствие, до нее стало доходить, что все в порядке и под моим контролем. Придя в себя, но еще дрожа, она разжала свои руки. «Ты пришла в себя? Могу тебя отпустить?» – поинтересовался я. Дорет покраснела, но не произнесла ни звука. «Ладно, подожду, когда замок приземлится. Летает он вроде довольно быстро». И правда, прошло немного времени, и замок начал опускаться. Подошел к открытым воротам, ведя Дорет. «Смотри!» Магичка уставилась вниз, смотря, как опускается замок. К гоблинам решил наведаться утром. Всю оставшуюся ночь отбиваясь от Дорет и ее расспросов про летающие замки. Так же, как в свое время от расспросов про телепортирующуюся лошадь с огненными по ночам глазами. В общем, от вопросов, ответов на которые я не знал. Утром, оставив Дорет и замок, направился к гоблинской деревушке. Часа через 2 был уже у нее. Завидев меня, гоблины высыпали все на улицу. Агрессивных действий они не предпринимали, так как запомнили меня при первой встрече. «Приветствуем вас», – сказал один из гоблинов. «Пойдемте за мной», – добавил он, махнув лапой. Мы зашли в один из деревенских домиков. Там уже сидело еще 2 гоблина. «Всем привет», – начал я и сразу взял быка за рога. «Есть предложение на время объединиться с одними людьми и разгромить других. Это предложение долгосрочное. Битв и трофеев будет навалом. И все это не на ваших землях. И самое главное, те земли, с которых вас вытеснили люди, отойдут вам обратно. Местные люди больше не будут посягать на них. Надо только поточнее договориться, какие земли, и провести границу. Но это уже нюансы. Думаю, договоритесь с местным лордом людей. Он готов пойти на это в обмен на вашу помощь. Ну а так как люди местного лорда не будут нападать на ваши поселения, то можете поднять великое войско и разгуляться вдоволь». «Что, ваш план по началу Великой войны начал приходить в действие?» – спросил один из гоблинов. «Пока только начало, первый этап. Ну а так да. Думаете, с вами шутки шутил, когда первый раз беседовал? Мне нужны божественные артефакты, и мне придется так или иначе их получить. А вам, помогая мне, получится свои интересы осуществить. Все в выигрыше. Кстати, забыл спросить, ваши сородичи, которых взяли в плен при осаде города, вернулись? Все в порядке?» «Да, они вернулись. Все в порядке», – подтвердил гоблин с ожерельем из волчьих зубов. «Просто объединяться с людьми, пусть и на время. Неизвестно, как воспримут это главы наших кланов. Да и вообще простые гоблины. Люди, с которыми вы объединитесь, поверьте, тоже не испытывают к вам теплых чувств. Вы можете считать друг друга, если вам от этого будет легче, просто инструментом для достижения ваших целей. Вот и все». Гоблины переглянулись, немного поговорили между собой. «Кто будет присутствовать на сборах?» – поинтересовался я. «Я там буду», – ответил гоблин с волчьим ожерельем. «Вот, возьми», – протянул ему ожерелье телепатии. «Это ожерелье телепатии. Будем координировать наши действия и держать друг друга в курсе событий». Попрощавшись с гоблинами, вернулся обратно в замок. Как не хотелось раскрывать способности своего замка. Но я просто представил, сколько времени займут эти подготовки и переговоры. И решил, будь что будет. К тому же это прибавит мой вес в глазах герцога и подтолкнет его к перевороту.
«Сейчас полетим к герцогу, так что приготовься», – обратился я к магичке. «Мне тебя обнять?» «Вот еще», – возмутилась она. Направился к шару в кабинет. Нашел подходящее местечко недалеко от столицы герцогства, и замок взмыл вверх. Выходя из кабинета, увидел возле двери Дорет. Она явно была не в своей тарелке. «Ладно, подшучивать не буду». Она схватила меня за руку, отвел ее в кабинет и усадил на стул. Сам подошел к окну. Замок приземлился в небольшом подлеске, что был возле столицы. Натолкнуться на него вполне могли. И мертвецов, как назло, не было в наличии для охраны. Но пусть Дорет его стережет, когда меня нет. Маг она, в конце концов, или только рыбу трескать. Отправился в Хенненпорх. Направился сразу во дворец к герцогу. Герцог пригласил меня к себе в кабинет. «Уже начали собирать своих воинов?» – поинтересовался я у него. «Особо и собирать неоткуда», – признался герцог. «Отдал распоряжение послать за теми, кто на время отлучился или взяли отпуск. Думаю, занять деньги у купеческих гильдий, набрать еще наемников. Если компания не удастся, я банкрот. У вас как дела с гоблинами? Думал, что вы к ним отправились». «Да, я у них был, подкинул им тему для размышления. Им надо собрать совет и решить все. Как решат, они сообщат мне. Пока что остается ждать». «Когда вы успели? И 2 дней не прошло». «На замке слетал туда и сюда». «Как на замке?» «Я не говорил? У меня есть летающий замок». «Нет, не говорили. Я бы такое точно запомнил». Герцог схватил бокал с вином и залпом выпил его. Бедолага, наверное, думает, с кем связался. Гоблин и демон, летающий замок. Сказать по правде, в первое время моего появления в этом мире, когда та лягушка вышла из-за камышей и заговорила со мной, я сам бы был не против тяпнуть грамм 200, а может и больше. Проговорив еще немного с герцогом, меня поселили в ту же комнату, что и до этого. Ночью ко мне опять постучались. Помня о шпионке с сенсорном шаре в ее распоряжении, подлетел к окну и задернул шторы. Позавтракав во дворце, отправился к себе в замок, сказав герцогу, что вернусь, как гоблины примут решение. Возле замка обнаружил толпу любопытствующих. Потянулись дни ожидания. Коротал их, пропадая в библиотеке или смотря в сенсорный шар. Ну и, конечно же, в перепалках с магичкой. Пока однажды не раздался голос гоблина, которому я дал ожерелье телепатии. «Аид, вы меня слышите?» – спросил он. «Да, слышу. Как обстоят дела?» «Совет решил, что быть в войне. Все хотят поквитаться за предыдущие поражения 2 кланов. Поэтому местные кланы наших сородичей хотят повоевать, ну и пограбить, если уж выдалась такая возможность, когда люди между собой грызутся». Гоблин усмехнулся. «Надо еще будет договориться про раздел земель. Карту мы уже составили. Да, и еще. Где будет точка сбора?» «Хорошая новость. Место сбора я позже скажу. Надо согласовать с герцогом совместный план действий».